Приветствую вас на канале Знания и Здоровья. Хочу сегодня вам показать вот такое вот растение. Все, у кого есть огород, наверняка растение это прекрасно знают, потому что это очень злостный и очень неприятный сорняк. Называется это растение портулак. И хотя во многих описаниях пишут, что это огородная культура, но лично для меня это один из самых злобных и самых злостных сорняков. Также я еще не люблю щирицу, которая по-научному называется амарант. А про портулак я хотела вам рассказать, что это растение, во-первых, является съедобным. Во многих азиатских странах в кухнях присутствует портулак и маринованный, и в виде салатов. Его добавляют в мясо, в суп. И раз такие растения, как амарант и портулак, для чего-то созданы, то, наверное, земля никогда не останется без еды. Так что не пропадем с голоду. Но при всей своей неприятности и злобности, потому что побороться с портулаком невозможно, даже если убрать все до последнего листика, через некоторое время, на следующий год, через 2 года, его можно занести, вот как я в этом году занесла, с рассадой, и сразу вот полный огород. На следующий год я могу с ним побороться, а потом он опять появится. Но сегодня не об этом, не о моей борьбе с портулаком, а о его полезных свойствах. Дело в том, что вот это растение, оно является лечебным, полезным. По химическому составу это растение считается чуть ли не уникальным. В него входят каротиноиды, которые отвечают за красоту и здоровье кожного покрова. Витамин А. Все знают, что витамин А очень полезен для человека также. Он нормализует обменные процессы. Это вообще витамин молодости и здоровья. Витамин С тоже все прекрасно знают. Он способствует поддержанию иммунной системы. Снизит риск обострения хронических заболеваний, а также снизит воспалительные процессы в организме. Также в портулаке содержится никотиновая кислота, которая стимулирует обменные процессы и улучшает липидный обмен. Таким образом, препятствует развитию атеросклероза и различных других неприятных заболеваний. И также в портулаке содержится полиненасыщенная жирная кислота омега-3. Содержащаяся в портулаке омега-3 предотвращает появление инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний, снижает уровень холестерина в крови и препятствует образованию склеротических бляшек. Портулак полезен людям с заболеваниями сердца и также для профилактики болезней, связанной с сердечно-сосудистой системой. Портулак применяется для нормализации сердечной деятельности. Калий, который содержится в растении, тонизирует стенки кровеносных сосудов и снижает нагрузку на сердечную мышцу. Портулак – это очень малокалорийное растение, но с высоким содержанием клетчатки и других питательных веществ. Портулаком можно утолить голод совсем небольшой порцией. Поэтому все, кто хочет похудеть, должны взять себе в рацион портулак. Также портулак помогает при расстройстве желудка, при поносе, при кишечных кровотечениях. Его рекомендуют употреблять при дизентерии и геморрое. Еще портулак применяется в косметологии. Из этого растения делаются маски. Витамин А, который содержится в этом растении, способствует очищению кожи. И эти маски избавляют от фурункулов, шрамов, пигментных пятен. Также соком портулака смазывает укусы насекомых, комаров. Оно снимает отечность и зуд. Также в состав портулака входят полезные органические соединения и кислоты. Лимонная и яблочная кислота, а также присутствует глюкоза и аланин. Так как в портулаке содержится магний в большом количестве, то это способствует укреплению нервной системы, снижает риск инсульта. Портулак рекомендуется употреблять людям с диабетом. Также портулак обладает противовоспалительными свойствами. Листья портулака употребляются
как ранозаживляющее и мочегонное. Также входит в состав смеси для лечения импотенции. Также является антитоксическим средством при укусах змей и различных насекомых. Также оно полезно при бессоннице, при метеоризме, при болезнях печени и почек, при цинге и других авитаминозах. А семена употребляются при чешуйчатом лишае. Еще в древние времена портулак использовали для лечения и профилактики почечных болезней, для лечения печени и в качестве ранозаживляющего средства. А в китайской медицине соком портулака лечат болезни глаз. Важное свойство портулака – антибактериальное действие против бактерий сальмонеллы и шигеллы, возбудителя дизентерии. Портулак не только защищает от опасных кишечных инфекций, но и помогает излечиться от неприятных недугов. Портулак применяется в качестве мочегонного и жаропонижающего средства. А в случае наружного применения, то есть лечения гноящихся ран, промытый в воде портулак прикладывают в виде компрессов. Также семена портулака, которые высушены, перетирают их с медом и принимают при бронхиальной астме. Также, если смазывать бородавки, пигментные пятна соком из листиков, то можно избавиться от этих неприятных вещей. Но есть и свои противопоказания у этого растения. Нельзя его применять гипертоникам, так как в больших количествах это растение может повысить давление. Также в портулаке содержится щавелевая кислота, избыток которой может привести к образованию камней в почках и проблемам с суставами. Также при употреблении портулака необходимо учитывать, что он стимулирует выброс инсулина и может вызвать гипогликемию. И не рекомендуется это растение людям, склонным к повышенной судорожности. Противопоказано принимать портулак беременным. У меня портулак еще не цветет. Вот смотрите, цветочков еще нету. Я специально вырвала с корнем вам показать. Применяется в пищу портулак вот такой вот молоденький, как у меня. Я собрала небольшое количество. Вот, помыла, перебрала. И хочу попробовать приготовить маринованный портулак. Я никогда этого не делала, поэтому рассказывать, как это делается, я не буду. Но хочу попробовать. Если мне понравится, то буду делать регулярно. Портулака хватит, наверное, на вас, на всех. Ну а на этом всего вам доброго. Будьте здоровы. До свидания.